Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре я расскажу о лазерном дальномере DeWalt DW03101. Также немного расскажу о дальномерах вообще. Начну немного издалека. Если вы уже читали отзывы о каких-либо дальномерах, то вы, наверное, встречали такое выражение. Данный дальномер – клон Лейки. Вот этот дальномер, в частности, клон Лейки. Что это означает? В 1993 году компания Leica Geosystems представила первый ручной лазерный дальномер Leica D100. С тех пор эта линейка дальномеров активно развивается, выходят новые модели. И, видимо, дальномеры Leica оказались настолько хороши, что многие другие фирмы вообще не разрабатывают свои дальномеры, а просто выпускают устройства на платформе Leica. То есть покупают аппаратную платформу, ее немного модифицируют и выпускают под своим лейблом. В 2012 году вышла модель Leica D100X310. Как раз на ее платформе основан наш нынешний прибор. На мой взгляд, если вы покупаете дальномер, то обязательно обратите внимание на вот это вот все семейство клонов на базе Leica. Объясню почему. Во-первых, Leica Geosystems — это очень серьезный производитель геодезического оборудования. И в общем, если посмотреть различные форумы, то отзывы о дальномерах Leica очень положительные. Даже такая серьезная контора, как Fluke, известная своим измерительным инструментом, не стала разрабатывать свои дальномеры, а предпочла платформу Leica. Leica успешно выпускает самую различную оптическую технику. Это я все говорю к тому, что у Leica с оптическими технологиями все в порядке. К сравнению с другими дальномерами мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим на само устройство. В комплекте с прибором идет чехол, клапан на липучке, внутри гладкая ткань, боковины резиновые. Держится прибор внутри хорошо, не выпадает даже при незакрытом клапане. Сзади петля, вот такая, видимо, для крепления на ремень. По моему опыту, не очень надежная конструкция, потому что когда мы на ремень вот так вот застегиваем, чехол висит, и он как-то постепенно, липучка сползает в этом направлении. Теперь посмотрим на сам прибор. Сразу бросается в глаза такая суровая внешность. По заявлениям производителя, степень защиты оболочки прибора IP65. Первая цифра означает, что пыль не может попасть в устройство. Вторая цифра означает защита от водяных струй с любого направления. Кроме этого, заявлена устойчивость к падению с высоты до 2 метров. На корпусе мы видим резиновые накладки. Они толстые на углах и более тонкие на сторонах. На щели между половинками корпуса резина не смыкается. Здесь видно зазоры. Накладки эти именно резиновые, не пластмасса, это не софт-тач. Резина ощутимо проминается. Кроме этого, резина имеет характерный запах, как у новых автомобильных покрышек. Это металлическое штативное гнездо. Вот это у нас выдвижной упор. Для поднятия мы из него просто тянем. Он останавливается в этом положении. Для того, чтобы перейти из этого положения в остальные, нужно его поджать вот в этом направлении. Так вот он раскладывается. На переднем торце все как обычно. Это у нас выход лазера. Это линза фотодетектора. Заметьте, как глубоко сидит оптика в корпусе для большей защиты. Материал передней панели пленка. Причем она какая-то противоскользящая. Кнопки выпуклые, чувствуются тактильно. И нажатие на кнопки тоже сопровождается щелчком. Дисплей прибора очень высокого качества. Жидкокристаллический, сегментный. Сегментов очень много. Тут и цифры, и графические элементы. И из сегментов составляются даже короткие слова на английском языке. Подсветка, как видите, яркая, включается долгим нажатием на две кнопки. Эта подсветка выключена.
это включено. Нажатием на две другие кнопки выключаются звуковые сигналы. С удобством использования у прибора все в порядке. Много хороших продуманных мелочей. На дисплее 3 строки, 2 мелких, 1 крупнее. Нижняя крупная строка содержит основное значение и 2 мелких вспомогательные или более ранние измерения. Порадовала кнопка отмены, вот эта вот. Она стирает последние измерения, не выходя из режима измерения. Очень удобно в случаях, когда мы делаем какую-то длинную цепочку измерений, и вдруг в какой-то момент у нас измерение не удалось, или мы его сделали неправильно. Например, мы измеряем сумму нескольких расстояний, допустим, для прокладки кабеля вдоль какой-то стены. Первое измерение, плюс, второе, плюс, третье, и плюс мы сделали какое-то неправильное измерение. Вот оно, последнее, 0,183, это не то, что нам нужно. Мы нажимаем кнопку отмены. У нас 0,183 последнее сбросилось, но накопленное до этого значение осталось. Теперь делаем правильное измерение. И все, поехали дальше. Снова плюс, меряем. Каков диапазон измерений? Максимальное измеряемое расстояние по паспорту составляет 100 метров. Но это зависит от ряда условий. 100 метров можно намерить в темноте легко. У меня даже получалось 110 метров. Это максимальное значение, которое прибор выдает. Дальше он уже просто показывает ошибку. При ярком солнечном освещении максимальная дальность измерения падает у любого абсолютно лазерного дальномера. Этот прибор, не исключение, он уверенно берет где-то порядка 50 метров в зависимости от отражающей способности цели. Заметим, что днем на улице пятно лазера совершенно не видно уже на расстоянии где-то за 10 метров. Поэтому измерение днем длинных расстояний это не такая простая задача. Можно, как, например, делать? Можно прицеливаться, вот, глядя вдоль вот этой щели. Для измерений в помещении этого прибора более чем достаточно для абсолютно всех возможных сценариев. Если вам надо мерить в неблагоприятных условиях, таких как яркий свет и низкая отражающая способность цели, то надо приобрести специальную отражающую пластину для лазерных дальномеров. Основная функция дальномера – это измерение длины. Это измерение является прямым, то есть величина получается непосредственно. Кроме прямого измерения, бывают еще и так называемые косвенные. Это когда искомая величина не измеряется непосредственно, а вычисляется из измеренных значений других величин. Например, площадь прямоугольника мы не измеряем непосредственно. Вместо этого мы измеряем длину и ширину, а из этих величин вычисляем площадь. В лазерные дальномеры обычно встроена возможность делать различные косвенные измерения. Посмотрим, что есть в этом приборе. Косвенные измерения, которые может делать наш прибор, я представил схематично на рисунке. Здесь красным показано прямое измерение длины, а зеленым вычисляемая величина. То есть зеленым показан результат косвенного измерения. Слева вверху измерение по теореме Пифагора. Обычно применяются для измерения высоты предмета, к которому нельзя просто подойти и измерить. На рисунке 1 измеряем катет и гипотенузу, получаем второй катет. Измерения делаются из точки А, то есть к неизвестному катету подходить не нужно, в чем собственный смысл. На рисунках 2 и 3 измеряем катет и 2 гипотенузы, получаем различные части искомой стороны. Обратите внимание, что горизонтальный на рисунке катет при измерениях по Пифагору нужно всегда мерить под прямым углом к искомой стороне, иначе точность понизится. Далее площади и объемы. На рисунке 4 измеряются две стороны прямоугольника, дальномер вычисляет нам площадь. Кроме площади, дальномер вычисляет периметр. Это так называемый второй результат. Он на экране сразу не показывается, но его можно увидеть, нажав кнопку.
На рисунке 5 меряем длину, ширину, высоту. Получаем объем параллелепипеда. Вторым результатом получаем периметр основания и площадь боковых стенок. На рисунке 6 самое хитрое из площадных измерений – площадь треугольника. Если площади прямоугольных фигур легко вычислить вручную, то площадь треугольника с непрямым углом, наверное, не каждый осилит. Дальномер легко считает площадь любого треугольника, для этого надо измерить все три стороны. Вторым результатом еще будет периметр и один из углов, тот, который противолежит последней измеренной стороне. Кстати, так можно проверить прямоугольность фигуры, то есть надо посмотреть, насколько полученный угол отличается от 90 градусов. В последнем блоке рисунка показаны косвенные измерения с использованием встроенного инклинометра. Инклинометр – это датчик угла относительно гравитационного поля Земли. На рисунке 7 мы делаем всего лишь одно измерение – гипотенузу. Угол, обозначенный синим цветом, прибор измеряет автоматически в момент измерения длины. В результате получаем оба катета. На рисунке 8 измеряем 2 гипотенузы, зато получаем высоту произвольного вертикального отрезка. Зачем нужны целых два разных способа измерения недоступных высот? Первый по Пифагору, второй по инклинометру. Дело в том, что у этих способов разные достоинства и недостатки. Измерение по инклинометру быстрее и проще, так как меряем только гипотенузу и все. Это быстрее. Не надо мерить катет, соблюдая прямой угол. С другой стороны, измерение по Пифагору значительно точнее, потому что оно вычисляется только из расстояний, без использования углов. Точность измерения расстояний во много-много раз выше, чем точность инклинометра. Конкретные значения смотрите в паспорте. Второе достоинство Пифагора в том, что искомый катет не обязан быть вертикальным. Он может быть расположен вообще как угодно. Сейчас посмотрим на примере. Сейчас я покажу, как можно измерить длину любого недоступного отрезка. Вот этот отрезок. Померяем его линейкой. Это прямое измерение. Оно дает нам примерно 402 мм. Ну а теперь прибором. Какие настройки мы делаем? Мы включаем начало отсчета от штатива. И измерение по Пифагору с двумя гипотенузами. Располагаем прибор так, чтобы им можно было просканировать весь отрезок. Первое измерение. Я буду использовать таймер, чтобы прибор меньше трясти. Включаем, наводим. Прибор измеряет. Вот произошло измерение. Теперь нам надо измерить вот этот катет. Мы его искать не будем, а включим измерение минимального расстояния длительным нажатием на кнопку дист. Прибор пищит, он меряет непрерывно. Поводим там, где этот катет должен быть. Катет — это будет как раз минимальное расстояние до стены. То есть прибор измеряет много-много значений и из них возьмет минимальное. Все. Достаточно. И последнее измерение, вторая гипотенуза. Также с таймером. Включаем таймер и наводим. Измерение закончено. Смотрим результат. 403 мм. Довольно точно. Есть еще пара специальных режимов, в которых прибор показывает нам цифрами и звуком, насколько далеко он находится от некоторой заданной отметки. Например, измерение угла. В данном случае прибор нам показывает угол от горизонтали и звуком показывает, что мы около нулевой отметки. Откладывание одинаковых расстояний. Вот этот режим
мы здесь кнопками плюс-минус задаем расстояние, которое хотим откладывать. Например, 102 мм. Расстояние задано, нажимаем дист. Теперь мы двигаем прибор, и он у нас показывает расстояние до ближайшей отметки. Вот сейчас 0, это значит, у нас точка измерения находится на заданном расстоянии. Мы берем и здесь наносим отметку. Двигаем дальше. Расстояние меняется при приближении к следующей отметке. У нас опять-таки показания подходят к нулю и меняется звук. Наносим здесь вторую отметку и так далее, сколько угодно. Что мне не понравилось в этом режиме, это то, что дистанцию надо обязательно задавать с кнопок. Ее нельзя захватить путем измерения. Сейчас ластик показывает минимальную дистанцию измерения прибора. От задней кромки до ластика примерно 17 сантиметров. Измеряется. Если подвинем чуть ближе, то получаем ошибку. У прибора есть 5 возможных точек отсчета. Показываются в углу. По умолчанию отсчет от заднего торца прибора. Этой кнопкой мы выбираем от переднего торца. Это измерение от штативного гнезда. И еще два варианта мы получаем, когда выдвигаем скобу. Прибор автоматически понимает, в каком положении находится скоба. Обратите внимание на такой момент. Если мы включаем начало отсчета от переднего торца прибора, то это действует только на одно измерение. Вот мы сделали измерение. При попытке следующего измерения у нас начало отсчета снова слетело на задний торец. Конструкция вот этой скобы, на мой взгляд, вполне надежная. Чего нельзя сказать о Бошах. Если вы почитаете отзывы о Бошах, то увидите, что часто у Бошей выдвижной упор, который сделан в виде пластмассового штыря, он часто обламывается. Здесь, конечно, тоже пластмасса, но выглядит понадежнее, чем у Бошей. Было бы здорово, если бы эту скобу сделали из металла. У всех хороших дальномеров есть функция таймера. Это нужно для того, чтобы избежать тряски прибора от нажатия кнопки. Как это работает? Два варианта. Либо мы сначала нажимаем таймер, потом дист. И другой вариант. Сначала мы нажимаем дист, загорается лазер, и только тогда мы нажимаем кнопку таймера. Давайте посмотрим на батарейный отсек. Чтобы его открыть, надо приподнять скобу. Теперь мы крышку батарейного отсека сдвигаем назад. Сдвигается она очень туго. Когда сдвинули, приподнимаем. Видим также на батарейном отсеке резиновые уплотнения по контуру. Заметим, что конструкция батарейного отсека, насколько я понял, у всех клонов лейки одинаковая. То же самое скоба. Скоба у всех одинаковая. Сейчас попробую дать совет о том, как выбрать лазерный дальномер среднего класса. Что я подразумеваю под средним классом? Это, во-первых, измерение углов и всех производных от них величин. Второе — это выдвижной упор. Вот этот. Третье — это отсутствие функций топового сегмента, которые в большинстве случаев абсолютно не нужны. Это такие как расстояние свыше 100 метров и цифровой визир. И последнее обязательное качество — это высокая надежность, точность. Я считаю вот этот набор свойств оптимальным на сегодняшний день. Цена такого прибора будет порядка 150-250 долларов. Если мы посмотрим на этот ценовой уровень, то мы обнаружим, что почти все приборы в этом диапазоне — это либо Bosch, либо клоны лейки.
Еще есть, конечно, Hilti, но Hilti в широкой продаже мало представлены. Поэтому, если мы хотим купить хороший лазерный дальномер, то нам надо определиться, мы берем Leica или Bosch. Все остальное это уже будет такое игроки низкого класса. Дальномеры Bosch, они в общем хороши, но все-таки, на мой взгляд, как говорится, лидерство в инновациях принадлежит Leica. Просто посмотрите на ее старшие модели, все поймете. Уже сейчас у Leica в старших моделях есть цифровой визир, перевод полученных данных в электронный формат для CAD-систем. И некоторые приборы, топовые приборы Leica, уже приближаются по функциям к чему-то такому типа 3D сканера или тахиометра. И, конечно, не будем забывать, что разработка лазерных геодезических приборов — это основное занятие Leica Geosystems, и конкурировать с ней — это просто играть на ее поле. Итак, если вы решили брать Bosch, то я тут ничего не могу сказать. Если же Leica, то идем дальше. Как вы уже знаете, леек много под разными марками. Надо выбрать конкретную модель из множества клонов. И, конечно, не забываем про сам прибор самой Leica. Вот список моделей, в которых легко распознать платформу Leica. Список, наверное, не полный, просто это то, что я смог быстро найти. Если выбирать среди этих приборов, то вот какие соображения на этот счет. Во-первых, некоторые модели внесены в госреестр средств измерений. Например, сами Leica, Fluke и еще некоторые. Проверяйте по ссылке, там можно искать по производителю. Приборы, внесенные в госреестр средств измерений, естественно, будут немного дороже. Вот этот прибор не внесен в госреестр. Заметим также, что лазерные дальномеры фирмы Bosch в большинстве своем внесены в госреестр. Второе. Большинство клонов основано на современной модели X310, но где-то функциональность урезана. Например, в нашем приборе мы видим 3 строки, но в оригинальной Leica X310 строк 4, поэтому здесь также немного на этом сэкономили и удешевили прибор. Где-то наоборот, функциональность расширена по сравнению с оригинальной Leica. Так, Fluke 424D, это старшая модель у Fluke, имеет цифровой компас, а Stabilo, другой клон, он может выполнять некоторые математические действия. Что касается оптической и механической части, на мой взгляд, все клоны Leica примерно одинаково хороши, ну просто потому что это часть платформы, и она здесь не меняется. Отличаются только внешний конструктив, как вот, например, в этом приборе обрезиненные края. Вот, наверное, все, что я могу сказать о выборе среди клонов Leica. Смотрите сами, моделей много, выбрать есть из чего. Попробую подвести итог, перечислив достоинства и недостатки. Достоинства перечислять смысла нет, потому что в приборе все хорошо, все учтено. Не зря это клон Leica. А минусы, на мой взгляд, такие. Тугая крышка батарейного отсека. В режиме откладывания одинаковых расстояний нельзя это самое расстояние захватить путем измерения, а нужно задавать кнопками. Несколько неудобное включение подсветки. Вот и все недостатки. На мой взгляд, они незначительны. В целом я прибор характеризую на твердую 5. Рекомендую к приобретению, если у вас бюджет позволяет. На этом все. До свидания. Спасибо за внимание.